Итак, ребят, всех приветствую. Как уже у нас сложилось, прошу вас отписаться по поводу того, как качество звука и видео. Как качество звука и видео. Те, кто уже здесь, хорошо, но в остальном подождем, пока люди подтянутся. Те, кто уже на месте, можете задавать мне свои вопросы. После вопросов будет расклад по потоку с энергиями врат Льва. Посмотрим, что нам захотят передать. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, если у вас есть допуск к чату. Если же мало людей, вопросов нет, значит, я буду сразу приступать к раскладу. Вопросы по поводу того, о чем я говорила в недавнем своем ролике. По поводу чего? По поводу той жести, которая творится у нас, начиная с затмения. Итак, вопросов нет, значит, будем делать расклад. Если вопросы будут, задавайте, отвечу после расклада. Что нам покажут, я вообще без понятия. А поэтому будем смотреть по потоку. Поехали. Ну что здесь сказать, всем тяжело. Всем тяжело идти к цели. Цели, конечно, у каждого разные, но и тем не менее. Направление вы знаете. Много усилий прикладываете. Много чего в вашей жизни вышло за рамки ваших представлений и пониманий. Те люди, которые оказались вам друзьями, к примеру, показали себя с абсолютно другой стороны. Опять же таки, как пример. Сюда можете и своих партнеров, и родственников включать, и, может, вы вкалывали на какой-то определенной работе в одной сфере и осознали, что не ваше, не туда я иду. У многих из вас идет внутренняя перестройка. Давайте-ка я первую линию выложу, что есть, а потом что будет уже. Посмотрим.
Многие из вас уже начинают отслеживать, кого брать в свое пространство, а кого из него исключать. Много чего обдумываете. Касаемо даже не знаю. Касаемо практика, в принципе, то же самое. Пока что на данный момент я вижу по этим картам, что здесь люди, это насчет практиков, те, которые думают, прежде чем нападать. Давайте так скажу. Корректно. Идет переход. У нас и у вас. И знаете, переход к чему? К тому, чтобы освободиться от навязчивых мыслей, от навязчивых людей, идей, каких-то крамол, которые вам претят. То есть, допустим, кто-то говорит вот так нормально, а вы понимаете, что вы себя чувствуете некомфортно. И вот вы над такими ситуациями одерживаете верх. Для кого-то конкретно здесь, ребята, мороки поснимали. Мороки, оморочки. Причем знаете, какие? Не какие-то мелкие, а именно глобального плана. Я же сказала. Верх над иллюзиями будете одерживать. Но по второму потоку я могу еще сказать, что здесь могут смотреть люди, которых предупреждают, но они не понимают эти предупреждения, игнорируют, нападают на кого ни попадя и тем самым попадают под определенное влияние сущностей, демонов. При этом они думают, что они побеждают остальных, что они правы и что они вершат великую справедливость. Ну-ка сейчас я уточню по одной карте насчет перехода. Да, здесь идет работа. У кого-то идет работа над собой, а кто-то, как, извините меня, самый законченный человек, просто умалишенно. Хорошо, если раз в день, а не по нескольку раз на дню делает ритуалику. Ну вот, ребят, два потока, да. Итак, давайте-ка, знаете, что я сделаю теперь? Давайте посмотрим для тех, кто работает над собой, тот, который преодолевает, для тех, кто преодолевает свои иллюзии, да, что для вас врата льва передают. Здесь у вас идет совместная работа с людьми, либо вы в коллективе, либо это дружба. Но момент такой, научитесь выслушивать мнение противоположное от того, которое присутствует у вас. Научитесь не просто слушать, а слышать других. Особенно, что касается духовного развития и плана эзотерики. Вот эти моменты обязательно. То есть, знаете как, не давайте никому помешать вам идти по вашему пути, но при этом не закрывайтесь от многогранности потоков, которые идут от каждого человека по-разному, в разное время, при разных обстоятельствах. Естественно, если где-то человек запирает ваши границы личные, в таком случае, то есть послушали его мнение, ну и попрощались.
Для многих из вас актуален тот момент, что вы, да, боретесь с недоброжелателями. Причем знаете, в каком контексте? На вас нападают. У вас пытаются забрать то, что им не принадлежит. Здесь актуальны переклады доли, судьбы, переклады всякого деструктива, негатива, физических болезней и тому подобное. А все почему? Потому что эти люди видят, что вы пошли вверх. И им это не нравится, они хотят вам это перекрыть. Особенно, если вы общаетесь с достойными людьми, и у вас свой коллектив, да, определенный кружок по интересам, вот это ваших недоброжелателей просто, ну, наизнанку выворачивает. А почему? Ну, видимо, потому что у них этого в жизни нет. Да, здесь люди прибегают к работе на погосте, вызывают определенных духов, не буду сейчас уточнять каких, но при этом вам помогают ваши духи бороться с вот этими вот каверзными лицами. Ну, здесь императрица, здесь и предки духи вашего рода. Ребят, что я здесь хочу вам сказать? Во-первых, по вашим недоброжелателям, ну, крышечкой, да, немного они уже подприкрыты. Многим из них уже давались некоторые намеки. Поймут они, не поймут, это их проблемы, не ваши. Ваша задача сейчас разобраться, где и в чем вы еще должны проработать себя. Предки духи рода вам в этом помогут. Ну, я вот уточнила по поводу чего вам нужно еще как-то себя подсобрать. Во-первых, смотрите внимательно, кто и с чем приходит к вам в ваше пространство. Если вы сомневаетесь в компании, в людях, ну не пейте, не принимайте вы от них подарки, не общайтесь вы с ними, не тратьте на них время и не считайте, что вы тем самым что-то ценное потеряете. Поверьте мне, те, кто вас ценят, никогда вас не потеряют. У них просто это не получится. Ну а для кого вы не ценны или ценны на определенный промежуток времени, те люди, несмотря ни на что, просто отойдут от вас. Вас разведут сами высшие силы вот эти. И на этом не стоит зацикливаться. Как бы обидно это порой не было. По поводу рода. Вы получили мудрость о том, как одержать победу над вашими недоброжелателями. Что вам род дает? Свою поддержку. Что-то старое разрушается, и кардинально новое будете вы выстраивать уже на полностью ровной земле, которая даже от руин будет очищена. Какая прореха есть? Да никакой прорехи нет. Стройте свое будущее, ребят. Стройте, планируйте. Вкладывайтесь в те проекты, которые будут с вами надолго. И эти проекты должны быть вам по душе. Вне зависимости от того, в сотрудничестве вы их претворяете в жизнь, либо же сами по себе. Это не имеет огромного значения, важно то, что вы движетесь по своему пути. Итак, по второму потоку теперь посмотрим. Для тех людей, которые считают себя управленцами чужих судеб, которые на самом деле пребывают в оморочках, что для вас врата льва несут? Ну, во-первых, очень многих душ вы подняли с того света. И я так предполагаю, не только мир мертвых, но и мир темных вы задействовали ради достижения
своих целей. И, видимо, пришло время встретиться с ними лицом к лицу, ибо каждому из них вы что-то задолжали. Да, они придут по вашу энергию. Забирать вашу энергию придут, потому что вам, в принципе, платить больше им нечем. Что такое плата энергией? Ожидаете того, что я за деньги и за финансовый поток вообще молчу. У вас по здоровью будет просто ах и ох, как плохо. А здесь будут людей закрывать. Закрывать полностью, для того, чтобы они полежали, подумали, поразмышляли над тем, каким путем они шли. Проектов у этих людей было очень много, елки-палки, вот это джекпот просто. Да, люди во что-то вкладывались, что-то там барахтались, вошкались, а оказалось по факту, что никак не получают то, чего хотят. В болоте застряли, без духовности, в материальной нищете. Параллельно с этим их утаскивают вот эти сущности. Те души, которых они призывали, это только по миру мертвых, по миру демонов, темных. А по миру темных эти люди вообще не знают, куда их вынесет. Вот. То есть, они прогнозировать сейчас абсолютно ничего не могут. Те, которые считают, что могут, там очень много вариантов есть. Я сейчас говорю о тех людях, которые неумело работают с темными силами. Я сейчас говорю о тех людях, которые берут свое, потому что я прекрасно понимаю, что есть практики довольно высокого уровня, которые работают и живут по кодексу и владеют колоссальными силами в мире тьмы, даже среди тех же демонов. Но там за этих людей я сейчас вообще не говорю. Там работа, опять же таки, я повторюсь, идет по кодексу, и к ним никаких претензий Вселенная не имеет. Они выполняют четко поставленные перед ними задачи. Мы сейчас говорим о других личностях, о тех, которые решили, что они либо всего добились сами, как некоторые из них утверждают, либо мне все должны, потому что я по факту психологии просто обижена, в состоянии жертвы нахожусь. Или есть еще такая категория вот людей этих, а почему бы не взять у кого-то? Так что, кто смотрит на своих недоброжелателей, у них делишки будут крайне такие интересные. А по поводу чего они будут себя съедать? А по поводу стабильности, которую упустили. Их будут выводить, знаете, на что? Чтобы они нашли тот временной промежуток в своей жизни, когда они переступили точку невозврата. И сделали определенный поступок неверный. Опираясь на свои какие-то надежды о стабильности. Ой, здесь люди уверены на 100%, даже, наверное, на 1000 из 3 возможных, что они абсолютно все видят четко, что они отразят любую атаку, что у них прекрасная защита. Что они под покровительством определенных сил. Итак, в принципе, здесь все ясно, все понятно. Закроем вообще по этим недоброжелателям. Посмотрим, что дальше по вратам льва.
Ребят, двигайтесь к своей цели. Это я уже хочу посмотреть для нормальных и осознанных личностей. Двигайтесь к своей цели. Научитесь балансировать между светлой и темной своей стороной. Примите и ту, и другую. Воплощайте свои надежды. Вы так или иначе будете выделяться в обществе. Будьте к этому готовы. Не нужно этого бояться. Переступите через свои страхи, идите к своей мечте, какая бы она у вас ни была. Здесь пришло время, когда вам уже не нужно одевать никаких масок, наоборот, срывайте эти маски с других личностей, будьте самими собой, при этом держите ваши границы под замком личные, то, о чем я говорила, не подпускайте недостойных людей, которые пытаются, вот знаете, есть такие личности, которые красиво в уши заливают, лгут, лишь бы от вас что-то получить. Опять же таки, как пример. Такие персоны могут даже длительный промежуток времени притворяться прям вашими друзьями, вашими искренними почитателями. Короче говоря, каждому человеку дайте время, и он обязательно где-то допроколется. Но здесь люди, которые уходят в эзотерику, в познание. Даже если вы далеки от эзотерики, у вас открываются определенные инсайты от предков духа вашего рода через ваши сны, как минимум. У кого-то это яснослышание, ясновидение. Многих из вас обучают отстаивать эти же свои границы и отражать нападки от недоброжелателей. Здесь большинство людей, которые уже знают, что такое магия, как ею пользоваться и для чего она нужна. Кто-то изучает определенные техники, причем у каждого из вас они разнообразны и настолько индивидуальны, что даже если кто-то попытается повторить, все равно не получится такого эффекта, как получается у вас. Притворяйте в жизнь все планы, которые вы вынашиваете в своей голове. Абсолютно все. Да, блоки ставить пытаются вам. Знаете, здесь как? Люди хотят, чтобы ваши планы так и остались планами, чтобы они не превратились в какой-то реальный проект. Причем большинство этих людей за вашими спинами наблюдают, как вы избавляетесь от деструктива, от программ негативных. Кто-то из вас избавляется от родовых каких-то проклятий, давайте так скажу. То есть в глобальном плане. И вот им это явно не нравится. Они пытаются вас остановить, но вы все равно идете по своему пути. Вам все равно помогают, несмотря ни на что. По менталу очень хорошо работаете. Ментальный план сейчас с началом эры Водолея играет очень огромную роль. И не только он. Как говорится, добро пожаловать в духовность, господа. А на чем вас там хотели застопорить? Чтобы вы сделали неверный выбор. Либо с кем-то вас рассорить, с теми людьми, которые вам дороги.
как знаете, выбить вас из колеи этим, чтобы вы отвлеклись на это, а свои планы под откос спустили при этом всем. Тут знаете как, приходится воевать с людьми, которые, по сути дела, ну, у них нет ни совести, ни чести, ничего. Они предадут кого угодно и продадут, если им это будет выгодно. Эти люди пытаются к вам через сердечную чакру подключаться. И по нижним чакрам, ну, как знаете, в лучших традициях, да, привороты, присушки, привязки, отвороты и тому подобное. То есть ничего нового, все то, что присуще 3D миру. То, чем большинство людей называют магию. Большинство практиков на этом очень хорошо прополаскивает мозги людям. И прополаскивало. Так что учитывайте эти моменты. Для кого-то из вас, знаете, как проиграется, кто-то, вот вы по раз, два, три, четыре ваши чакры, ну, просто подцеплены на ура. И уже 5-ю пытаются вам закрыть тем, чтобы вы не созидали. Чтобы у вас не шло ваше творчество. То есть по факту у вас остается 6-я, 7-я, но там вы машете нормально их. Просто учитывайте эти аспекты. Для кого-то из вас это вообще ничего не актуально по чакрам. Здесь просто показывают ваших недоброжелателей, которые вот как делали эти все программы, так и продолжают, а вы идете своим путем. Я сейчас хочу посмотреть 3 ситуации, либо это 3 человека будут, вот эти, которые вам перекрывают ваш путь. И понимаете, вот что самое парадоксальное, да, вот человеки-то эти не занимаются, не живут свою жизнь, они живут вашей жизнью. С одной стороны, их даже можно где-то пожалеть, это убогие личности. Да надо с таким упорством тратить столько времени, денег и усердия на то, чтобы кому-то нагадить, вместо того, чтобы разгрести свою жизнь в период таких колоссальных энергий. Но, как говорится, дело их. Итак, 3 человека. Хочу разобрать я этот вопрос. 3 человека, либо 3 ситуации, которые... Да, ребята, ну так и получилось, что к затмению, которое было у нас в начале лета, да, или в мае, многие недоброжелатели, они как сорвались с цепи, но это все по одной причине простой. И здесь либо вы выходите на абсолютно новый уровень, ну, либо продолжаете дальше сидеть в состоянии жертвы и тому подобное. Итак, 1-й человек, 2-й человек и 3-й человек. По характеристикам. 1-й человек из прошлого у вас идет, который вам вредит. Человек недоволен тем, что у него есть. В свое время он вас оставил, предал, не соответствовали у вас как-то... То есть, короче говоря, каждый пошел своей дорогой, да? И в свое время этот человек не давал вам смотреть в будущее, искажал всю вашу интуицию. То есть, как пример, вот смотрите,
Вы говорите, допустим, человеку, да, я там на определенном плане увидел вот эту информацию, а он такой, а тебе? А он говорит, нет. Нет, нет, нет. А по глазам и по голосу слышно, что у него очко заиграло. И он обалдел от того, что вы знаете, что вам доступны вот такие методы связи, да, с ментальным планом, с планом информации. И он начинает быстро выкручиваться из этого. Второй человек, который находится под подселенцами, под сущностями, здесь девятка мечей, ну, состояние, сами понимаете. И третий человек, который прячется за практиками, типа за защитами, в кавычках, и покровителями, которых он там навызывал, либо к кому бегал, заказывал. И подсматривает за вами. Давайте посмотрим, этот что от вас хочет. Вы закрылись от этого человека. Ни эмоций, ни общения, ничего у вас с ним нет. Он хочет, чтобы эти преграды были сорваны, чтобы как-то к вам он мог пробиться, обойти. И здесь, знаете, такое упорство рьяное. Причем он обращается не к одному практику, если воздействие на вас производить ему надо. Либо же это человек-самоучка, начитался и могует. Но то к одному, то к второму, то к третьему мы бежим. То нас отпускают, то нас опять, как говорится, по голове хорошо пробивает. Кирпичами в основном. Здесь может проигрываться мужик, который мнит себя императором. Уточняю карту императора по дьяволу. Никакой там не император, под подселенцами человек. Наркотики, седативные. Воровство. Нечестные деньги. Ну и вот знаете как? Этот персонаж о вас очень много распускает сплетен. Дабы подключить к вот этому всему действию некоторых личностей, которые бы были на его стороне. Почему? Потому что здесь человек знает, что все идет по справедливости. А чего он боится? Давайте подсмотрим, чего он боится. Ага, что маски будут сорваны. Да, здесь человек знает, что ему идет свыше наказание, что он допрыгался, доигрался. И поэтому ему нужно больше о вас распускать сплетен, дабы себя обелить. То есть, допустим, обращается данный персонаж к практику, рассказывает о том, какой вы плохой человек, в кавычках. Хотя, допустим, это либо его больное воображение, да, как минимум, как максимум, просто бред сивой кобылы идет. Так вот, когда, уже не буду разбирать качество самого практика, давайте так скажу. И вот этот практик, допустим, да, говорит, слушай, да это же несправедливо, да мы сейчас будем головы с плеч рубить, да ты же бедненький, либо ты бедненькая. И этот человек, знаете, такой выходит и на некоторые доли секунды сам верит в то, что он, ну, всегда жил по-правильному, что у него нет ошибок, что он ничего не должен вселенной, и у него это как наркотик. Как будто, знаете, некоторый такой момент, когда человек верит в то, что он на самом деле хороший, а не поступал как последняя скотина. Завершим. Второй человек, который у нас под девяткой мечей. Тут уже, конечно, персонаж нахватался замечательнейших созданий на свою голову в основном. Насчет раздвоения личности, да, шизофрения, да. Здесь человек старше вас в возрасте, или же,
Данный персонаж считает, что он выше, лучше, краше вас. Что у него больше знаний. Здесь практик, маг, который не проходит трансформации из-за собственного эгоизма. Человек считает, что он идет к солнцу. На погосте работает, с миром мертвых работает, с миром темных, духов, демонов тоже работает. Думает он, солнышко ясное, а там эгоизм просто в шквал вылетает. Ну, 9 мечей по факту на сигнификацию человека идет. Итак, что ты ритуалишь? По ритуалике на перекрестках работает, вашу удачу, фортуну забирает, чтобы ваши знания перетекали ему. Это тоже сюда. И что хочешь? Стабильности хочешь. А что с твоей стабильностью? Считает, что ключи есть, а по факту? А по факту справедливости. По справедливости что? Ой, здесь столько много вариантов. Либо на этого человека по справедливости нападают другие ведьмы, другие практики из-за неравноценного обмена. Этот человек не умеет отдавать. Он, знаете, как говорится, зажрался. И здесь из области «я все знаю, я все могу», «я самый лучший, преклонитесь мне». Если такие люди видят, что у кого-то больше знаний, больше... Да больше чего бы то ни было, чем у них, они начинают это своровывать. У них прям зашкал идет, как это я не на первом месте. Здесь, знаете, попытка себе что-то доказать. Но здесь по справедливости просто на человека идут нападки от других людей. Но он считает, что у него ключи от всех дверей есть, что он наработал, что он такой молодец. Он умнее, старше. Старше, знаете, как не по возрасту, а по мудрости. Он считает себя мудрым, данный персонаж. Какие ключи ты там держишь? Ой, человек считает, что он от всего может очиститься, что у него в наличии, в арсенале есть замечательные ритуалы. А в чем ты себя обманываешь? По этой карте еще можно это просмотреть. Человек себя обманывает в том, что, знаете, как он бежит от тройничков. Он боится сотрудничества с людьми, где более 3 человека идет. Потому что, знаете что? Потому что ими будет сложнее управлять. До 3 человек это его прям вот его гнездышко. Он общается только с теми людьми, которые перед ним преклоняются. Которые, знаете как, ой, ты столько знаешь, ой, да помоги. И все в этом роде, которые ему льстят. Здесь человека прям со спины просто жесть. С 7-й чакры на голове жесть. Причем вот эти люди, которые... Тут не просто люди, тут именно практики на этого человека нападают по справедливости. И учат этого человека равноценному обмену. Он, видимо, недопонимает это однозначно. Хорошо, а чего от вас хочет? Чего вы его-то так припаяли? У вас силы много, да? У вас защитников, фамильяров дофигища. И что хочет? Ой, ресурса у вас много. Сила, туз пентаклей, если по обычному значению, сами понимаете, что он в вас видит. И что ему от этого надо? Чтобы у вас что-то резко произошло, и вы начали воевать, не пойми куда шли. А он что от этого получит? Человек хочет над вами просто одержать верх. Его запаяло, что у вас есть намного больше, чем дано ему. В том же плане магии. В тех же защитах, в тех же ритуалах, в той же связи с родом. Здесь человек хочет просто вас победить. Ну... Знаете, здесь вот реально персонаж, который, занимается такой белибердой последние 3-4 месяца.
с учетом того, какие энергии проходят на планете Земля, это самоубийца. Это просто самоубийца. И третий человек. Этот человек вас боится, да, как я и сказала, прячется там под защитами, все за вами подсматривает. Человек тоже магически пробит, просто пробит энергетически. У человека рухнула его стабильность, мир. Ему бы нужно было бы задуматься, а тот ли мир ты сам хочешь, который у тебя был, зачем ты цепляешься за то, что отжило. Но он почему-то полез на вашу территорию, чтобы ваши разрушить. А почему ты хочешь разрушить? Крадники. Чтобы вы не могли идти по пути своего предназначения. Здесь человек еще делал крадники. Здесь может проходить женщина, которая уводила мужчину, кстати. И ни одного. Ну, это стиль жизни просто. Да, крадники на вашу семью, ребят. На вашу стабильную связь с родом. Возможно, никак не получается рассорить, допустим, вас и вашего там мужа, или вас и вашу жену, или вас и ваших друзей лучших. Здесь человек хочет, чтобы он сам под масками. И знаете, здесь как? Для каждого из своих знакомых этот персонаж одевает определенный костюм и маску. Здесь не просто раздвоение личности, здесь катарсис по этому плану насчет психики. Здесь, видимо, хотелось забрать ваше, а получилось, что пришлось с защиты бежать заказывать. И отбиваться теперь от того. Короче, здесь человек влез туда, куда сам и не понял, что влазить не надо. Вы знаете, из области, пойду сделаю приворот или отворот, все так делают и ничего им не бывает. Но тут случилось что-то интересное по башне. Все нафиг развалилось, и человек еще как бы, в этом вас винит. Хотя он полез на вашу территорию, первый. Он почему-то в вас увидел врага, и то, что, оказывается, ему должно принадлежать то, что есть у вас. Все, что было стабильно в жизни этого человека, просто-напросто отобрано. И будет отбираться до тех пор, пока его не лишат всего полностью. Все проекты, все планы. У кого был мужчина, не будет мужчины. Короче, все, что этому человеку дорого. И будут забирать именно те аспекты, которые он не ценил в своей жизни. И думал, что ему нужно еще больше хапнуть из чего-то кармана. Знаете, как у соседа трава зеленее. Здесь человек себя как будто отдал всю свою жизнь, энергию, совесть, честь. Вот такие вот все аспекты на непонятные какие-то свои хотелки. И вроде бы какие-то проекты были, и что-то пытался там, создать, но здесь очень много магии. Либо было в жизни этого человека, он не разобрался и в итоге сам туда тоже нырнул. Вместо того, чтобы распутать свои кармические затыки, начиная со своего рода, хотя бы там разберитесь, прежде чем у кого-то что-то брать. Вот. Тем более воровать крадниками. И позавидовал. И получается, что это его изгубило. И побежал. Побежал, поназаказывался, понаделался. Как его защиты? До защиты слетают у человека, но он думает, что все хорошо. И что от вас хочет на оставшиеся карты? Ой, здесь уже пошел бзик, знаете, какого плана?
То, значит, мне твою вторую половину, твою семью подавай. Теперь, значит, хочу, чтобы тебя наказали, чтобы у тебя не было общения среди людей, чтобы социум посыпался. Без комментариев, ребят, короче говоря. Просто без комментариев. Вот такие 3 персонажа. Кого узнаете? Отлично. Кого не узнаете, значит, всплывут скоро в вашем пространстве. Потому что сами понимаете, что за последние месяцы у многих пооткрывались глазоньки. У кого-то они подзакрылись, я не спорю, вообще напрочь. Но и тем не менее. Знаете, почему у таких людей закрываются глаза? Они просто боятся признать некоторые вещи и аспекты. Либо же им страшно, потому что они знают, что они на чудове или с помощью той же магии, манипуляции и тому подобное. И теперь просто пришло время раздавать долги. А не хочется страшненько. Потому что, оказывается, есть силы, которые не собираются тебе не преклоняться, не подчиняться, не заслужил ты просто. Итак, у нас просто огроменное количество людей. Жду, ребят, 5 минут ваших вопросов, если у кого какие есть. Если вопросов нет, значит, на этом будем прямой эфир завершать. Да, я не давала никакие позывные перед прямым эфиром. Знаете почему? Хотя обещала дать. Мне очень интересно было в пространстве посмотреть, как метались недоброжелатели, чтобы быстренько подключить какой-то ритуальчик к моему прямому эфиру. Забавненько на вас смотреть, на самом деле, ребят. Забавненько. Ну, коль вам хочется на это свою жизнь тратить, тратьте. Сами у себя крадете время. Крадников, ребята, за это время, понимаете, люди начали терять вместо того, чтобы понять, почему ты теряешь. А я сворую у кого-то еще. Да ёбушки-воробушки, блядь. Где же логика-то? Так, либо вопросов ни у кого нет, либо в эфире только те, кому доступ в чат просто закрыт, так как вы на моем канале меньше того срока, который я указала. Еще немного ожидаю. Ну, собственно говоря, вопросов ни у кого нет, никто не пишет. Значит, всем добра этого мира и пока-пока.